Самые востребованные профессии. Что это? Случай тяжелый, огромные депозиты, зверский процент, церкви, стоить огромного количества денег и нервов в Аргентине. О, ладушки, дорогие ребятки, как найти жилье в Аргентине? Как подыскать работу, если вы без удаленки и не айтишник? Так что ж, погнали. Первое, что вам стоит сделать, это зайти в русскоязычные чатики, забить «Работа в Аргентине», «Жизнь в Аргентине». Там прямо в чатах предлагаются вакансии, услуги, которые требуются людям. Самые-самые востребованные профессии. Что это? Няни, специалисты по уборке. Также не составит никакого труда найти себе работу, если у вас руки растут откуда надо, и есть опыт в сантехнике, в электрике, в ремонте и настройке. Это специалисты, которые работают с техникой, начиная от кондиционеров, холодильников, стиралки, ну то есть бытовой техники. И, конечно же, мобильной техники, работающих в сервисах и особенно техники Apple. Безусловно, если вы владеете языками английским и испанским, естественно, в каждой инстанции, в каждом госпитале потребуются ваши услуги, и вы будете очень востребованным специалистом. Если случай тяжелый, крайний, вы всегда можете найти здесь организации или, например, обратиться в католические церкви, где люди могут вам предложить работу элементарную. Это, опять же, там, тем же самым человеком, ремонтирующим кондиционеры. В общем-то, вы можете даже обратиться к аргентинцам. Зачастую у них здесь очень теплое отношение к тем, кто действительно в трудной ситуации, потому что общество состоит из иммигрантов, которые так или иначе проживали всю эту адаптацию, либо их родители. Поэтому отношения достаточно теплые и открытые. Если у вас есть знание английского языка, здесь люди предлагают работу, связанную с Соединенными Штатами, потому что у вас удобный часовой пояс, и вы можете легко вклиниться в работу. Это, конечно же, специалисты по продажам, менеджеры по продажам. Если вы занимаетесь мелким бизнесом, допустим, вы изготавливаете кашпо или какие-то украшения или прочее, все, аргентинцы очень открыты к такому виду бизнеса. Вы предлагаете свою продукцию, здесь множество разных ярмарок постоянно устраивается, где вам зеленый свет на то, чтобы заинтересовать новых покупателей и организовать себе бизнес уже здесь. Заводите социальные связи, новые знакомства, потому что сарафан все-таки работает шикарно. Очень многие люди собираются, скажем, в тех же парках, в коворкингах. Вы всегда можете найти себе какую-то компанию, в которой вы можете объяснить свою ситуацию, и я уверен, что многие люди способны либо дать чей-то контакт, либо сами предложить какие-то виды работы. Поэтому, безусловно, стоит очень много общаться и подготавливать эту почву желательно заранее. Есть кейсы, что люди работают по московскому часовому поясу, то есть ночью практически здесь. На износ сложно, но также если у вас есть дистанционная работа уже из той же России, то здесь придется, конечно, претерпевать изменения часового пояса. Водители грузовых автомобилей, легковых автомобилей тоже здесь очень востребованы. В целом хочется сказать, что рынок труда, он достаточно богатый, то есть без работы вы не останетесь, если вы ее действительно хотите найти. Русскоязычные чаты, сообщества аргентинские, сообщества русскоязычные, где всегда есть спрос на различные виды услуг. По крайней мере, обеспечить себе минимум вы точно сможете. Что по поводу жилья? Здесь есть подводные камни, которые могут просто вам стоить огромного количества денег и нервов, огромные депозиты, которые имеют привычку не возвращаться, комиссии, иногда они ежемесячный зверский процент, поэтому, когда вы выбираете жилье, в первую очередь попробуйте узнать у людей, кто уже его снимает. К обычной аренде жилья добавляется плата expenses за обслуживание дома, электричество, свет, и все это набегает, может быть, плюс 30% от стоимости жилья. Будьте осторожны, чтобы у вас в контракте было четко прописаны все эти суммы, сколько и чего. Рекомендую, даже если вы снимаете первое время на Airbnb, как мы это делали, чтобы найти уже более подходящее жилье по более подходящей стоимости, старайтесь выходить, в принципе, на собственников так или иначе, или на менеджеров жилья, чтобы напрямую заключить контракт. Зачастую это будет, конечно, дешевле, и вы будете видеть, что конкретно прописано, какая сумма, и договориться о скидке. Вы должны понимать, что человек, который вам это жилье показывает и сдает, действительно имеет контакт с собственником или им является. Это очень важный фактор, потому что влететь в какую-то аферу или авантюру за границей, это, конечно, очень неприятно. У меня лично есть контакты с англоязычными и испаноязычными риэлторами из местного большого агентства Remax. Я с ними сам сотрудничал, они мне помогали подбирать жилье здесь, в Аргентине, в Буэнос-Айресе. Поэтому, если вдруг у вас возникнут какие-то вопросы, вы можете смело обращаться на бесплатную консультацию. Ссылочку я оставлю на свой контакт в описании. Буду рад вам помочь с выбором жилья и вообще объяснить, как здесь что работает. Ориентируйтесь на то, что ваши планы так или иначе будут меняться, и чем больше вы знаете заранее, чем больше вы общаетесь с людьми,
тем выше ваш шанс выйти сухими из воды и избежать различных неприятностей и авантюр. Задавайте свои вопросы по поводу жилья и работы в комментариях. Я с удовольствием отвечу на все ваши вопросы, все комментарии я читаю. Очень приятно, что вы были со мной. Спасибо за внимание и до новых встреч.